Всем здорово, народ! Сегодня у нас обзор на гибрид ДК. Сразу переходим к делу, переходим к талантычам, смотрим, что у нас тут имеется. Вообще, белдачок у меня немножко нестандартный. Во-первых, я выкачиваю себе погребальный плач единичку и бродячую чуму. Я не беру себе вспышку болезни, не выкачиваю жатву, потому что жатва конкретно у меня на Сирусе багается, у вас может не багаться. Она иногда работает, иногда нет. Просто руны смерти, которые я получаю, неактивные. Их тупо нельзя использовать, хотя они кажутся активными. Ну, в общем, стандартная тема, баги, это нам не нравится, поэтому я отказался от данного таланта. И я качаю взрыв трупа, потому что некоторые игроки на гибрид ДКшники его не берут, и у меня сразу возникают вопросы. У вас и со взрывом трупа-то дэмэджа не хватает, по сути, бурстового. А если взрыв трупа не качать, у вас бурстового дэмэджа тупо нет вообще. И тогда возникают проблемки с пробитием противников. Поэтому взрыв трупа я качаю. Ну и плюс ветка крови у меня тоже немножечко нестандартно выкачивается. Просто буквально там пару поинтов перекинул не так, как все это делают. Но я это в своем гайде на гибрид ДКшника уже рассказывал. Там у меня прям полноценное объяснение талантов, что для чего берется, статы, шмотки, в общем, геймплей. Все разобрал. Можете перейти с контентом, ознакомиться. Ссылочка первая в описании. Но мы идем дальше. Пройдемся по способностям, поскольку у нас обзор, нужно все наши спылы разобрать. Ну, во-первых, воскрешение союзника мы не берем, это в ПВП не работает. Врата смерти тоже, очевидно, нам не нужно в ПВП. Все остальное на панельку ставим. Из вкладки льда также берем все, кроме уничтожения, но уничтожение взять можно. Просто в этом, скорее всего, не будет смысла, и сейчас объясню почему. Чуть-чуть позже к этому вернемся. Скорее всего, вы его не используете, но, в общем, об этом, да, поговорим чуть-чуть погодя. Из ветки крови также можно использовать абсолютно все, и даже темную власть можно использовать. Просто она у меня в макросе забинжена. Я ее как отдельную кнопку не использую, но в целом она юзабельная. И вот как. Вы можете выбрать таргет, нажать, соответственно, темную власть, и вы войдете в бой. Видите, все, я в бой вошел. При этом вы не тратите ни одну руну, и она не вызывает глобальный кулдаун. То есть вы можете нажать темную власть, и сразу же после этого нажать, допустим, Зимний Горн. Кстати, Зимний Горн тоже глобальный кулдаун не вызывает, и можете третью кнопку жамкнуть. Прям сразу же. Прям 3 одновременно можете нажать, если пальцы поставите правильно. В общем, заклинание темная власть довольно приятный спел, чтобы войти в бой. Во-первых, он бесплатный, а во-вторых, радиус действия 30 метров. У нас аналогично работает только хватка смерти. Все остальное уже на дистанции ближе нужно кастовать. Вот видите, да, хватка смерти и темная власть. А, например, ледяным прикосновением я не достаю, нужно подойти ближе. Вон насколько ближе нужно подойти. И только сейчас я могу нажать ледяное прикосновение. Поэтому да, темную власть, конечно, можно использовать. Это приятная штучка. Теперь по поводу уничтожения. Почему мы не используем данную способность в гибрид ДКшнике? Ну, тупо потому, что она диспелит наши дотки. То есть мы накидываем дотку раз, дотку 2, и можем нажать уничтожение. Бам, дотки с противника пропадают. Наши болезни на нем больше не находятся, дэмэдж периодически он больше не получает. Это полезно только в игре 2 на 2 и 3 на 3, когда вам нужно свичнуть таргет и резко с него все дотки убрать, чтобы можно было какой-нибудь контроль на него накинуть. Но поскольку мы играем в гибрид ДКшники, я вам искренне рекомендую играть на нем только в 1x1, потому что для других режимов все остальные ДКшники гораздо более симпатичны. И Анхолик, и Блад ДК, и даже Фрост ДК в 2 на 2 и в 3 на 3 более играбельнее, чем гибрид. У гибрида чисто специализация под дуэли, чтобы вы пожили против тех классов, против которых вы обычно не живете. Поэтому да, уничтожение мы, скорее всего, не используем. Ну и теперь по кнопочкам поговорим, да, как у нас вообще стандартная ротация работает. Мы всегда практически начинаем бой с ледяных оков, она стоит, эта способность, 1 руну льда, мы накидываем замедление на таргет, нашу дотку, озноб. Ну и плюс, конечно, черную чуму. Соответственно, мы потратили 1 руну льда, накинули ледяные оковы. Потом, скорее всего, мы тратим 1 руну нечестивости на удар чумы. Удар чумы кастуется уже только в милишке, накладываю вторую дотку. Кровавую чуму. И по итогу у нас должно быть за 2 спыла, за 2 глобальных кулдауна, да, накинуто и, соответственно, замедление с ледяных оков и замедление с удара чумы. Вот эта вот лужа, которая раскидывается под противником, это талантик у нас осквернение. Мы когда ударом чумы кого-то коцаем, раскидывается лужа. И она замедляет всех противников, которые в этой луже будут находиться. И если он даже изначально противник стоял вне этой лужи, а потом он зайдет на эту территорию, он будет в ней замедлен. Выйдет, замедление перестанет действовать. Соответственно, по итогу мы нажимаем 2 кнопки, и наша цель максимально замедлена, и при этом на ней еще болезни висят, которые, соответственно, дамажат нашего противника и очень эффективно работают. После чего можем закинуть 1 койл в противника, потратить силу рун, и закинуть еще один дебаф, который называется нечестивая порча. Он также прокачиваемый, вот он. Дебаф от нечестивой порчи не позволяет наши дотки диспелить. То есть, если мы заражаем какого-нибудь противника, например, ознобом, а против нас играет прист, да? Он берет, нажимает диспел, и озноб больше на нем не висит. Но если мы заражаем цель ознобом, после чего кидаем в него койл, появляется дебаф нечестивая порча, который прист нажмет диспел, но из-за нечестивой порчи дотки сохранятся. Они не пропадут и будут дамажить. Приятно? Приятно. Также, когда мы играем за гибрид ДКшника, мы берем себе большой символ болезни, который позволяет нам при нажатии мора
на противнике обновить все время действия наших доток. То есть мы опять же накинули озноб, накинули кровавую чуму. Вот они, 18 секунд, 20 секунд, да, висят. Проходит какое-то время, мы там деремся, и нам нужно теперь подойти, опять же в упор, нажать мор. Мор стоит 1 руну крови. И время действия наших доток обновляется, видите? Все, вот они обновились, заново пошел таймер. Это приятно. Также при нажатии мора дотки перекидываются и на соседний таргет, на соседнего противника, также с обновленным временем действия. Поэтому да, мы, соответственно, накинули 2 дотки на один таргет, подошли, обновили их время действия через мор, и также заразили еще соседнего противника, но опять же, это, скорее всего, вам не пригодится, поскольку в гибридыче я рекомендую вам играть только в режиме 1х1. Запомнили? Запомнили. Вторую руну крови во время ротации можно потратить на кровавый удар, опять же, но кровавый удар наносит очень мало дэмэджа, если у вас слабая пушка. Он из сильной этой пушки является самым слабым спеллом физичным, который есть у ДК, но тем не менее, если у вас пушка, ну прям совсем гиблая, то кровавый удар лучше вообще не нажимать и потратить руну крови на вскипание крови. Потому что вскипание крови наносит магический дэмэдж, вне зависимости от вашей пушки. Кровавый же удар наносит тем больше дэмэджа, чем сильнее ваша пушка. Поэтому да, при наличии хорошего двуручного оружия мы нажимаем кровавый удар. Если у нас пушка говно, если у нас не пушка, а, не знаю, метла какая-нибудь, тогда нажимаем вскипание крови. Вскипание крови дамажит в радиусе вокруг нашего персонажа, поэтому им можно палить также еще и инвизеров. Если какой-нибудь разбойник или друид пробегает, например, вот на такой дистанции возле вас, да, он в инвизе, нажимаете вскипание крови, по нему проходит дэмэдж, инвиз диспелится. Соответственно, вскипание крови еще для этого тоже используется. Лужа. Наша смерть и разложение. Спелл, который мы прям во время боя не используем. Если вот вы деретесь уже прям с противником, да, где-то в милишке, там, ну или опять же с магом каким-то на расстоянии, лужу вы, скорее всего, не нажимаете. Но если вы понимаете, что цель где-то далеко и при этом там за пиларчиком каким-то, и вам все равно после нажатия этой лужи придется туда еще добежать, время действия, соответственно, точнее КДшка ваших рун уже закончится, то лужу можно раскинуть. Ну еще раз, вот цель стоит за пиларом, представляем, да, я туда кидаю лужу, у меня пошло КД, я туда бегу, прибежал, и они у меня уже почти откатились. В целом, да, так лужу можно нажать. Но и опять же, чтобы инвизера тоже спалить, можно лужу нажать. Но прямо во время прямой конфронтации, типа тратить 3 руны, 1 крови, 1 льда и 1 руну нечестивости на лужу нам вообще не хочется. Этот спелл неплохо дамажит 2 противников, очевидно, неплохо дамажит 3 противников, если они все под ней стоят. Но если вы играете 1х1, то вот тогда уже нет смысла особого ради дэмэджа эту штучку раскидывать. Только в определенных ситуациях, какие я уже перечислил. Ледяное прикосновение также стоит 1 руну льда, но не накладывает замедление. Оно заражает цель ознобом, так же, как и ледяные оковы, но у ледяных оков еще присутствует замедление эффект. У ледяного прикосновения замедления нету, но присутствует небольшой начальный дэмэдж, типа вот 1000 я нанес. Поэтому в 95% случаев нажимаем просто ледяные оковы. Вот этот один косарик дэмэджа с ледяного прикосновения ни хрена вообще не решает на самом-то деле. Особенно, когда вы играете за гибрид ДК, у вас и так дэмэджа нету большого. Вам один косарик ничего вообще не добавит. А вот замедление — это уже более приятная вещь. Все-таки какой-то контроль, поэтому да. В 9 из 10 случаев выбираем именно ледяные оковы, а не ледяное прикосновение. Опять же, заморозка разума. Простой кик. Когда кто-то кастует заклинание, подходим в упор и нажимаем заморозку разума. Но поскольку у нас здесь гибрид ДК, у нас нету таланта бесконечная зима, поэтому мы учитываем, что заморозка разума в данном случае будет стоить силу рун, а именно 20 единиц сил рун, что на самом-то деле довольно много. И это супер неприятно. Тоже такой один из небольших неприятных моментов гибрида ДКшника, да, наш кик здесь стоит силу рун. Поэтому, если вы привыкли к тому, что у вас заморозка разума бесплатная всегда, отвыкайте. Если хотите играть за гибрид ДК, она стоит, еще раз напомню, 20 сил рун. Бэм, нажали, 20 сил рун потеряли. Костяной щит стоит 1 руну нечестивости, нажимаем, в принципе, по кулдауну, просто дополнительный такой сейвик, который уменьшает по нам входящий урон. Это приятно, нажимаем, опять же, по кулдауну, нет смысла как-то, знаете, подбирать идеальные моменты. Но если хотите прям супер эффективно его использовать, просто ждете, пока какой-то вражеский игрок нажмет свои бурсты, там крылья паладина условные, да, и нажимаете костяной щит. Я же использую его просто по КД, все равно он очень быстро заканчивается, буквально 3 автоатаки, и у вас его уже не будет. Захват рун. Опять же, спелл, который мы прокачиваем в ветке крови. Основное такое новшество, ради которого качается и играется гибрид ДКшник. Просто дополнительный захил, очень нехилый захил, который стоит 1 руну крови всего лишь. Мы нажимаем, хилим себе хпшку, это всегда приятно, это всегда вкусно. Ну, тут особо больше нечего сказать. Удар смерти используется как продолжение ротации, плюс вампиризм, плюс спелл, который вы постоянно, в общем, нажимаете, когда играете в гибрид ДК, потому что альтернативы тупо нет. Удар плети не прокачивается, поэтому все, что остается, это удар смерти. То есть вы заразили цель дотками, условно там нажали мор, обновили это время действия доток, кровавый удар выдали, кинули койл, чтобы дотки не диспелились, и потом 1 руну крови, 1 руну льда
и одну руну нечестивости тратите на, опять же, удар смерти. Нажали, повампирились, нанесли дэмэдж, нажали, повампирились, нанесли дэмэдж, обновили время действия доток и закинули еще один койл. Примерно вот так вот вы нажимаете свои кнопки вообще в целом. Ну и, в общем, да, удар смерти хилит в зависимости от количества доток. Чем больше болезней на цели, тем больше хилит удар смерти. Поэтому всегда смотрите, чтобы 3 дотки было на вашем противнике, тогда будет максимально эффективное исцеление от удара смерти. Это нужно помнить. Зимний горн нажимаем вообще постоянно, можно даже прописать макрос, чтобы в каждом вашем другом спеле был зимний горн, потому что теперь он не вызывает глобальный кулдаун. Что это значит? Если я нажимаю зимний горн, я потом могу моментально нажать захват руны. Вот смотрите, оп-оп. Все, видите, я 2 кнопки нажал моментально. Соответственно, зимний горн глобальный кулдаун не вызывает, соответственно, мы нажимаем его просто по КД, вообще постоянно. Во-первых, у нас появляется баф, который увеличивает нам силу и ловкость. Но, во-вторых, он дает нам немножко силы рун в момент прожатия, поэтому его не использовать точно нет никакого смысла. Нажимаем постоянно. Хватка смерти, просто грипп, просто нажимаем в противника, и он летит к нам. Если цель зарутана, тогда этот спелл не притягивает к вам противников. Опять же, если вы играете в 1x1, это, скорее всего, вам не понадобится, но просто учитывайте это там для БГ или для других ситуаций. Если цель под рутами, грипп не работает. Удушение. Очень мощная кнопка, накидывает немоту в противника на 5 секунд, просто не дает кастовать противнику, пока лежит на нем. Соответственно, ну, тупо немота, что тут еще расскажешь. Но удушение стоит 1 руну крови, об этом тоже нужно помнить. Поэтому обычно, если вы, допустим, потратили все свои руны крови, и вам прямо сейчас нужно выдать удушение, у вас руны крови не хватает. Что мы делаем? Нажимаем кровотвод, у вас 1 руна крови становится руной смерти, нажимаем удушение. Плюс-минус, опять же, стандартная комбинация. Если в моменте руны крови не хватает, нажимаем кровотвод, который восстанавливает нам 1 руну, и нажимаем удушение. Соответственно, кровотвод, да, более подробно как работает. Мы нажимаем эту кнопочку, и 1 руна нашей крови, неважно, потратили мы ее или не потратили. То есть, если у нас 2 руны на КД, вот прямо как сейчас, мы нажимаем кровотвод. Во-первых, она восстанавливается моментально и становится руной смерти. А руна смерти — это считается любая руна. То есть руна крови, руна льда или руна нечестивости. Поэтому да, вы и откадешиваете руну крови, и делаете ее ультра-руной такой, которая используется для любого спыла. Кровавая метка. Опять же, новшество. Гибрид ДКшника позволяет нам навесить дебаф на таргет. Кстати, этот дебаф диспелимый. То есть, если вы накидываете его на приста, он может нажать диспел и с себя ее сбросить. Поэтому, если хотите прям максимально долго этот дебаф на противнике держать, понимаете, что у него есть диспел, лучше, скорее всего, немоту еще сверху накинуть, чтобы он хотя бы не мог его задиспелить хоть там пару-тройку секунд. Значит, как работает? Вы накидываете дебаф на противника, и пока он вас дамажит, неважно, игрок это или питомец игрока, вы будете хилиться с его, соответственно, дэмэджа. Поэтому, если играете против приста, можете вот такую вот суету придумать. Когда он призывает ШПшник своего вот этого беса темного, можете накинуть кровавую метку не на приста, а на его беса. Скорее всего, он это не заметит, не отконтролит, и пока бес будет существовать, бегать и вас бить, он также будет вас еще и хилить. Ну, это как одна из опций. Смертельный союз. Кнопочка, которая используется, чтобы захилиться. Опять же, мы жертвуем своим питомцем, то есть съедаем его, то есть он умирает, и регеним себе 40% хп. Довольно приятная штучка. Опять же, если у нас сила рун имеется, вот у меня 40 единиц, вот бегает пэт, да, нажимаю смертельный союз, он умирает, я хилюсь. Все довольно просто. Антимагический панцирь, наша зеленка, работает как сейф, максимально приятный, стоит 20 сил рун, кдэшится 45, что довольно мало для такой способности, нивелирует 100% дэмэджа магического, который по вам залетает. При этом весь дэмэдж магический, который по вам залетает, не просто нивелируется, то есть его не будет, да, по вам проходить этот дэмэдж, так он еще и конвертируется в силу рун. Поэтому если вас, допустим, задотали 3-4 магическими эффектами периодического урона, вы можете нажать антимагический панцирь, эти дотки никуда не пропадут, дамажить вас не будут, а просто будут вам регенить силу рун, которую вы можете потратить на свои кейлы, чтобы просто заспамить лицо противнику. Максимально мощная способность, так это еще и не все. При этом она позволяет нам негативные магические эффекты не получать. То есть, если вас, допустим, бежит паладин и хочет нажать в вас свой стан, у него стан магический. Если вы заранее нажмете зеленку, стан улетит в эту зеленку и не застанет вас, а на КД у паладина уйдет. Это приятно. Поэтому, если вы понимаете, что у вас, допустим, кастует фир, вы можете нажать зеленку, и фир не пройдет. Приятно? Приятно. Зона антимагии тоже используется как сейф такой дополнительный. Опять же, поглощает магический урон, но не полностью. Не как зеленка, не 100%, а только 75% от урона, который по вам будет залетать. Ну, тоже приятно, тоже можно использовать. Если вы потеряли позиционку, понимаете, что у вас сейчас прилетит какая-нибудь тефтелия от Элем Шамана, поставили зону антимагии и почти весь дэмэдж срезали. Почему бы и нет? Незыблемость льда. Вот это вообще мощный сейвик. Во-первых, не позволяет вас застанить, пока действует. Во-вторых,
понижает по вам урон вообще весь на 30%. Стоит 20 сил рун, кдэшится 2 минуты. Опять же, просто бегаем, понимаем, что сейчас, например, воин нажал свой Blade Storm, начинает крутиться, вам очень больно. Нажимаем незыблемость льда, переходим в стойку льда, чтобы еще меньше дэмэджа по нам проходило, и пока вот на вас эти два бафа висят, все, вас практически невозможно пробить. У вас и выносливость увеличена, и броня увеличена, и урон по вам понижен. Бурсты закончились, спала наша незыблемость льда, баф закончился, можно перейти во власть нечестивости, чтобы снова продолжать дамажить. Кстати, да, по стойкам. Всегда бегаем и дамажим во власти нечестивости, если нужно подсейвиться, нажимаем власть льда, потому что у нас увеличивается выносливость, у нас увеличивается броня, ну и получаемый по нам урон уменьшен на 8%. Такая дефательная стойка. Задефались от урона, похилились, я не знаю. Начинаете снова дамажить, понимаете, что нужно снова раскачать по максимуму свой дэмэдж, переходите в власть нечестивости и продолжаете в ней бегать. Смена стоек стоит руны. То есть, когда вы нажимаете власть льда, у вас тратится руна льда, когда вы нажимаете власть нечестивости, у вас тратится руна нечестивости. Власть крови в ПВП никогда не используем, она нам здесь абсолютно не нужна. Усиление рунического оружия. Мощный бурст, но кдэшится очень долго, поэтому нет смысла его прожимать в самом начале боя, знаете, для продолжения своей бурстовой ротации. То есть, как многие делают. Там потратили все свои руны прямо на старте. Вот прямо на старте. Оп, оп, все, у них все руны потрачили, и они жмакают усиление рунического оружия. А там у противника еще 70% хп, если не больше. В этом вообще смысла нет. Потому что у вас спелл просто уйдет на КД, и вы 5 минут не сможете его нажать. А толку? Толку, что вы его нажали. Вообще никакого. Поэтому я рекомендую как делать. Вы просто деретесь, и в момент, когда нужно именно дожать противника, вот тогда нажимаете. Да, вы также, допустим, представляем, что мы деремся с манекеном. Опять же, пробили его очень больно. У него осталось 20% хп. У вас закончились все руны. Вот теперь жамкаем и продолжаем еще проспамочку свою, всех своих способностей, какие вам нужны в моменте. Вот тогда в этом действительно есть смысл. Поэтому используйте с умом, не тратьте просто так. КД слишком долго, чтобы прожимать ее бездумно, поэтому учитывайте данный аспект. Опять же, поскольку мы в гибридыче бегаем с прокачанной веткой анхолика довольно серьезно, у нас питомец, который слушается наших команд, который не просто бегает болванчиком, и у нас имеется возможность прыгнуть питомцем к противнику, или к союзнику можно прыгнуть. Зачем прыгать к союзнику? Опять же, чтобы, допустим, трапу от охотника поймать в питомца, а не в себя. Но опять же, это нужно, скорее всего, в двойках и в тройках. Если мы играем за гибрид ДКшника, стоит регать только 1х1, но если вдруг, опять же, учитывайте, что такая опция присутствует. Например, это ваш союзный лекарь, да? Пометим его треугольничком. Вы понимаете, что вражеский хант кидает в него трапу. Вы прыгаете пэтом, багнулся, да, это ж Сирус. Короче, вот он прыгает к вашему лекарю и сам ловит трапу. Трапа улетит в вашего пэта, а не в вашего лекаря. Это приятно. И, соответственно, имеется стан питомцем, который мы также можем нажать, ставить противника на 3 секунды, дефолтный стан. Супер приятная штучка. Опять же, скорее всего, вы хотите использовать его в комбинации стан плюс взрыв трупа. То есть вы бьете вашего противника, у вас накапливается сила рун необходимая, а конкретно у вас накапливается 40 единиц силы рун, вы нажимаете стан пэтом и сразу же взрыв трупа. У вас идет каст-тайм у питомца, он взрывается, наносит бурстовой дэмэдж по вашему противнику. Если вы просто взрываете трупа, не нажав до этого стан, противник может либо блинк нажать, либо как-то в деф-стойку уйти, либо вообще кастануть, я не знаю, кик по вашему пэту, и он тупо не сможет взорваться и так далее. В общем, как-то заэвейдить ваш дэмэдж и ваш план. Поэтому, скорее всего, чтобы 100% взорвать питомца, вы опять же берете, заранее накапливаете 40 сил рун, давайте вот это вот взорвем. К нему прыгаете, станете, взрыв трупа нажимаете, и пока у него под станом, пэт взрывается. Видите, все, 100% комба, 100% дэмэдж проходит. Рунический удар стоит 20 единиц сил рун, именно поэтому я не рекомендую вам его использовать просто так и постоянно. Опять же, некоторые люди любят, когда играют за ДК, поставить себе какой-нибудь макрос на рунический удар, что, допустим, когда они нажимают удар смерти, если прокнул рунический удар, он автоматом кастуется. Но я вам этого делать, опять же, не рекомендую, потому что может быть ситуация, когда вам понадобилось 20 единиц сил рун. Например, чтобы нажать антимагический панцирь. Опа! Антимагический панцирь стоит 20 сил рун, и рунический удар стоит 20 сил рун. И представьте, что вы из-за макроса случайно, по сути, потратили 20 сил рун на рунический удар, не смогли нажать зеленку, и у вас прилетел контроль или большой дэмэдж и так далее. Кому это нужно? Никому не нужно. Поэтому просто поставьте себе его на отдельную кнопочку, и когда он прокнет, по желанию нажмите, если вам ситуация позволяет. А какая это такая ситуация позволяющая? Когда у вас просто дохрена сил рун, вы понимаете, что вам ее нет смысла копить дальше, вам нужно ее куда-то сбросить, тогда да, просто клацайте сил рун, просто клацайте рунический удар, дополнительный дэмэдж наносите, тогда проблемы вообще никакой не вижу, очевидно, нажимаем.
Плюсы и минусы гибрид ДКшника. Но очевидно, поскольку мы прокачиваем себе ветку Блада, у нас появляются дополнительные возможности для выживания. Во-первых, и, наверное, такая самая мощная вообще фишка гибридыча по сравнению с тем же Анхоликом, это то, что он может убежать за колонну и там себя похилить. То есть не вампирясь об противника, не съедая пэта через смертельный союз, допустим, а просто захватом рун. Каждые 30 секунд вы хилите себе прям солидную часть хпшки. Это реально заметно. И опять же, если вы клацаете до этого власть льда, у вас в целом выносливость повышается, и захват рун будет хилить еще больше, именно в цифрах, да. У гибридыча есть возможность хилить себя, просто стоя за колонной, опять же, дожидаясь своих КДшек. И при этом всем у вас еще также появляется кровавая метка, которая позволяет вам хилиться дополнительно прямо во время боя, накинув ее на противника. Но опять же, нужно помнить, что кровавая метка диспелимая, и противник может ее задиспелить, если у него такая возможность есть. Ну и, соответственно, поскольку это магический эффект, он не проходит сквозь зеленку вражеского ДК, например. Если видите, что ДК вражеский против вас нажал зеленку, даже не вздумайте кровавую метку тут тыкать. Подождите, пока зеленка закончится, и только потом нажимаете. Но за такую выживаемость мы, очевидно, должны чем-то расплатиться. И жертвуем мы нашим бурстовым дэмэджем. Во-первых, у нас нету плетки, которая дамажит больше, чем удар смерти. У нас нету ярости Ревендера прокачанной. И, очевидно, у нас нету горгульи. Горгулья — это вообще самый бурстовой дэмэдж, который есть у Анхолика, по сути. Да, мы больно отбиваем кайлами, но без гарги нету прям такого супер бурстового прессингового урона, который в моменте можно выдать. Ну, представьте, вы за Анхолика и труп можете в свой взорвать, и кайлами проспамить, и дотки дамажат, и удар плетью у вас имеется, и еще и гарга стреляет. Ну, очень много дэмэджа в моменте вы наносите. За гибридыча так не получится. Ваш максимальный бурстовый дэмэдж, вообще все, что вы можете предложить, это просто взорвать трупа. А его еще и некоторые не качают, что, опять же, мне непонятно. Ну, допустим, вы прокачали, да, окей. У вас дэмэджа будет реально не хватать. Он у вас такой постоянный, приятный, растянутый, но не бурстовой. И быстро матчи заканчиваться не будут. В этом основной минус гибридыча. Ему тупо не хватает функционала, чтобы пробить какой-то таргет, который может хоть чуть-чуть себя сам хилить. Например, против друидов, паладинов проблемы будут. Против варов проблем будет никаких, их будет 0. Да, вары не могут сами себя хилить, поэтому вам не важно, что у вас есть бурстовой дэмэдж, что у вас нету бурстового дэмэджа. Вам просто накинуть пару доток, полосать вара и победить, все. Но против классов, которые могут сами себя хилить, это будет проблемой. Поэтому ваш основной дамаг всегда это болезни плюс кайлы. Вы накидываете 2 болезни, чтобы они, соответственно, дамажили периодически ваш таргет. Накидываете койл, чтобы заразить вы еще нечестивые порчи, эти дотки нельзя было задиспелить. И очень больно бьют кайлы. Да, это факт. Но вот кроме болезней и колов у вас особо больше ничего не дамажит. Ну да, вы можете, там, я не знаю, периодически взрывать своего пэта. Нанесли дополнительный дэмэдж. Но все. Удар крови много не дамажит, удар смерти много не дамажит, а больше-то у вас возможностей для дамага и нету. Все, она закончилась. И в этом плане гибридыч довольно скучный. Но опять же говорю, накинули 2 дотки, обновили их, закинули койл, нажали кровавый удар. Побегали, покайтили. Нужно подхилиться, там, я не знаю, нажали захват рун, нажали пару раз удар смерти, обновили дотки, закинули койл, побегали, покайтили. Очень скучный геймплей, быстро бои не заканчиваются, но это, конечно же, эффективно. И если вы хотите играть в 1x1, да, это то, что вам нужно. Резко вы не умрете, скорее всего, вас не пробьют, и бой против большинства классов вы выиграете. Тупо за счет неубиваемости и периодического урона. И все-таки этот периодический урон заставляет противников медленно, но верно все-таки сгнивать. Поэтому да, если вы играете против классов, у которых вообще захила нет, опять же там ханты, вары, у них нету шансов. Вы их задотали и бегаете. Вас они не убьют, а сами рано или поздно сгниют. Против классов, у которых мало захила, против каких-нибудь фростмагов и так далее, да, гибридычи тоже эффективны. Вот в Анхолике против фростмага вы хрен выживете, потому что у вас нету ни захвата рун, ни кровавой метки, и вам нужно постоянно и прям очень сильно кайтить. За гибридыча фростмаг особо не ощущается. Вы, опять же, можете спокойно выживать, а маг очень сильно не хилится, и рано или поздно он тоже вам проиграет. Поэтому как вообще будет выглядеть наша дуэль, допустим, против вот красного манекеноча, да? Мы стоим в предматчевом лобби, призвали Вурдалака, нажали Зимний Горн, нажали Костяной Щит. Можете еще Ледянистый Путь нажать, просто чтобы у вас баф был один дополнительный магический. Допустим, звучит Горн, сейчас у нас дотки откидашатся, точнее наши руны, да? Все, и вот мы выходим против этого чувачка бодаться. Атакуем его пэтом, накидываем 2 болезни, кровавый удар, койл закидываем, чтобы он не задиспелил дотки. Допустим, обновляем их через мор, нажимаем 1 раз, удар смерти. Все, ждем отката наших рун. Если нужно подстанить цель, подстанили, взорвали пэта. Если нужно немоту накинуть, накидываем удушение. Можно также скомбинировать вместе с кровавой меткой, если это, допустим, прист, он не сможет ее сразу задиспелить. Опять же, следим за дотками, обновляем их, когда нужно. Опять же, следим за дебафом нечестивая порча. Но, опять же, вы просто по КД закидываете койл, и этот дебаф будет все равно так и так висеть. Но вдруг он, не знаю, спал, как-то не уследили, используем это. Если нужно прям сильно подхилиться, нажимаем власть льда,
нажимаем пару раз удар смерти, нажимаем захват рун, ну и опять же кровавую метку тоже можете закинуть. Если противник нажимает бурсты, переходим во власть льда, нажимаем незыблемость льда, это если физический урон, если это магический урон, может хватить просто антимагического панциря, может даже во власть льда не переходить, но опять же по ситуации зависит. Если потеряли позиционку против магов, можете поставить себе, опять же, купол, чтобы какой-то дэмэдж магически занивелировать и убежать, допустим, вот сюда вот за пиларчик. Если нужно спалить инвизора, нажимаем скипание крови, можем нажать лужу в примерное местоположение противника. Опять же, горн зимний нажимаем по кулдауну, костяной щит нажимаем либо по кулдауну, либо под бурсты, я нажимаю по кулдауну. Кик нажимаем тогда, когда что-то кастуется, но опять же помним, что он стоит 20 сил рун. Деф стойка — это власть льда, дамажная стойка — это власть нечестивости. Кто-то убежал, мы его гриппим к себе через... через грипп, через хватку смерти. Призываем вурдалака по КД, очевидно, нет смысла, чтобы он у нас где-то не бегал. Если вар начинает крутиться, нажимаем сжаться, чтобы у нас случайно пэт не сдох. Если нужно подстанить противника, опять же можем к нему прыгнуть, можем его застанить. Если нужно еще сильнее, прям супер сильно захилиться, опять же во власть льда переходим. Нажимаем, допустим, наши кнопки и нажимаем смертельный союз, чтобы нашего пэта съесть. Все, у нас под властью льда через захват рун и через смертельный союз будет 80% хп зарегенено, это прям мощно. Рунический удар используем не всегда, а тогда, когда у вас много сил руна, вам дополнительная не нужна. Опять же, усиление рунического оружия используем, когда нужно цель добить, а не просто во время вашей бурстовой ротации. Я использую только на добивание, потому что, опять же, на КД уйдет 5 минут и будете бегать обобусом. В нужный момент, когда пригодится, у вас ее не будет. Используем усиление рунического оружия с умом. Ну и на этом вроде бы все рассказал по кнопочкам. Вот такая вот суета, народ. Опять же, подробный PvP-шный гайд на гибрид ДКшника у меня лежит на бусте, переходите, знакомьтесь с контентом. А если вам интересны мои аддоны, их настройки и настройки интерфейса под PvP, у меня также имеется гайд, где это все разбираю, показываю и вам разъясняю. На этом я видос заканчиваю, народ. Всем удачи, всем прогрессив в PvP, всем чао, всем пока.